Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео рассмотрим интересное приспособление, как то шаблоны для нанесения заклепки на модели. А также посмотрим на инструмент, которым, собственно, эти заклепки и наносятся. Итак, перед вами такое незамысловатое приспособление. Вот так оно выглядит. Вот так можно почитать. Обратная сторона. Надеюсь, все видно. Ну и давайте его сразу-то и откроем. Чего тянуть-то? Тут есть такая клейкая лента. Ага. И вот так вот извлечем. Дополнительно тут еще один, так сказать, кулечек. Запаяно это все, да, у нас. Так, где запаяно? Как оторвать? Не вижу. Ага, ну это инструкция, судя по всему. И где ж тут у нас что держит? Интересно, такая хитрая система. Что, серьезно, что ли? Ага. То есть, получается, на тыльной стороне такая липучечка, которая просто оторвалась. Ладно. Ну, да, вы же понимаете, фирма Хасигава, забыл сказать. Ну, Хасигава есть Хасигава. Тут в представлениях не нуждается, да, и уровень качества обсуждению не подлежит. Так, дальше что у нас? О, еще один клапан такой, да? Давайте откроем. Давайте откроем его. Да. Не хочу ж, не дай бог, повредить же. Такая непростая такая процедура получается, да? Господи. О, есть. Наконец-то. На свободе. Шаблоны на свободе. Ну, вот так это выглядит без упаковки. Собственно, такие вот линеечки, где есть вот такие зубчики. Ну, как вы наверняка догадались, упираясь в эти зубчики чем-нибудь, можно нанести заклепку. Что получается? Первая, вот верхняя линейка, а вернее, получается, с вашей стороны нижняя линейка. Шаг здесь 2,5 мм. Здесь шаг у нас 2 мм. Здесь шаг у нас 1,5 мм. И здесь миллиметр. По длине они из себя представляют 130 мм. Вот вы можете видеть. Хорошо. Это у нас лицевая сторона. Это у нас тыльная сторона. Ну, собственно, ничего такого особенного. Материал упругий. Это не сталь. Я сомневаюсь, что это сталь. Говорят, в комментариях говорили, что это Нейзельбер такой есть материал. Наверное, может быть. Ну, в общем-то, он и не ржавеет, судя по всему, и очень, так сказать, долговечен к внешним атмосферным воздействиям. Ну что, давайте тогда попробуем сначала на чем-нибудь поэкспериментировать. Ну, то есть пробы осуществим. Потому что перед тем, как наносить на модель заклепку, нужно попробовать в деле на чем-нибудь стороннем. Давайте попробуем. Для начала рассмотрим инструмент, которым будем наносить эти самые заклепки. Вот он перед вами. Называется корневертка. В ювелирном деле предназначена эта корневертка совершенно для других целей. Вообще. Но нам она пригодится для создания этих самых заклепок. Это по факту стальной стержень, как вы можете видеть. Диаметр которого, кстати, самому интересно замерить. Давайте попробуем. 2,5 мм. Ну, чуть больше. Эта корневертка имеет номер. Вот здесь может быть видно. В данном случае это номер 0. Этот стальной
стержень идет в конце на конус и заканчивается вогнутой полусферой. И вот здесь вот на кончике есть такой вот поясок, то есть окружность, которая, собственно, нам и нужна. Она не острая, но работать можно по пластику и даже по металлу, естественно. Номер 0 соответствует диаметру вот этой окружности 0,2 миллиметра. Вот здесь. Следующий номер, номер 1. Здесь будет диаметр 0,25. То есть шаг каждой корневертки следующий 0,05 миллиметра. Ну, то есть, если номер 2, это уже будет 0,3 миллиметра, номер 3 это будет 0,35 миллиметра и так далее. В чем прелесть данного инструмента? Вернее, одна из прелестей. Они продаются поштучно, причем стоят очень недорого. В моем арсенале есть вот такой вот комплект, который был заказан по одной штучке. Хотя есть наборы, там, по-моему, 30 или 40 этих корневерток, можно купить набор сразу. Там. И будет счастье на всю жизнь, скажем так. Это первый инструмент, который нам может пригодиться. Далее, как вы, наверное, видите сейчас, это уже самодельный инструмент. Ну, естественно, вы можете догадаться, что сделан он из иголок от медицинских шприцев. Давайте повнимательнее на это дело посмотрим. Устройство, в общем-то, несложное. Отрезанная игла медицинского шприца. И вот внутренняя часть, она заточена. Получается окружность, уже острая, кстати, которой тоже можно создавать эти самые заклепки. То есть, например, вот таким вот бором треугольным, когда вы отрежете иголочку, можно будет вот так вот изнутри заточить. А потом, используя уже алмазный бор, немножечко облагородить, скажем так. И получится вот такой вот неплохой инструмент. Но в чем прелесть-то, особенность-то, что в любой аптеке он покупается. Любые иглы, любые шприцы. Но, естественно, существует ограниченность в диаметре. То есть здесь у нас 0,8 миллиметра. Дальше идет 0,64-65 миллиметра. И 0,5 миллиметра. И самая маленькая иголка, которую можно найти, это для инсулиновых шприцев. 0,3 миллиметра. Точно так же здесь заточено со внутренней части. И получается острый такой вот, острая каемочка. Это у нас второй инструмент. Ну, третьего нет. Все. Теперь давайте возьмем кусочек полистирола. Вот он у нас. Ну и попробуем, собственно. Все новинки здесь. Оформляйте предзаказ. Ссылка в описании под видео. Вот матовая сторона, будем ее использовать. Это глянцевая, это матовая. Лучше матовая. Так лучше видно так будет. Берем карандаш и на матовом пластике это очень хорошо нарисуется у нас, да? Легкую такую. О, вот она есть. Шаблон кладем на линию. Возьмем вот 1,5 миллиметра шаг. С чего начнем? Ну, давайте с корневертки. Возьмем номер 1. Ну, пусть будет 1. И суть в чем? Вот у нас есть углубление. В это углубление мы
к этому углублению, скажем, прислоним корневертку и чуть-чуть надавим. Все, вон заклепка уже есть. Поехали дальше. Сильно давить не нужно, потому что излишнее продавливание, будет не очень хорошо смотреться. Я думаю, хватит, да? Хорошо. Что у нас получилось? Единственное, что заклепка получается как бы не в потай. Однако, она сфера имеет. Однако она настолько мелкая, что после покраски и тонирования, да, проливкой, например, я думаю, что это не будет заметно. Вот. Давайте попробуем еще раз, но уже в шахматном порядке, ради интереса. Нанести то же самое, но в шахматном порядке. Так. Расстояние. Вышли? Вышли. Хорошо. Продолжим, так сказать. Есть такое дело. Что у нас получается? У нас получается хороший такой шахматный вариант с заклепками. Но это была корневертка. Давайте попробуем сделать это самодельным инструментом, иглой заточенной, которую мы смотрели уже. Поехали. Принцип тот же. Ничего себе сила в руках, да? Шо ж ты так согнулась-то? Ничего себе. Я не Шварценеггер, нет. Что-то переборщил. Ну, бывает. Это, кстати, один из недостатков. Нужно очень аккуратно это делать. Да? Ай-яй-яй-яй. Аккуратно. Главное не сплющить трубку. Так, и вот так, да. Эть. Так сказать, неожиданно. Ну, думаю, что, пожалуй, хватит, да? Давайте глянем, что получилось. Ну, конечно, получается следующее, что корневертка
дает более широкое это кольцо, то есть более широкое углубление само по себе. А здесь углубление тоньше. Ну, не знаю, что лучше, что хуже. Красивше, конечно, смотрится игла от шприца. Но после покраски, например, модели, выделить заклепку потом смывкой будет проще, если сделать ее корневерткой. Здесь же сложнее будет. Уж слишком тонкая такая вот у нас получается, тонкое получается углубление. Ну, выбирать вам. Мне нравится и тот вариант. Во всяком случае, это смотрится очень и очень неплохо, на мой взгляд. Эксперимент проведен и закончен. На мой взгляд, успешно. Дальше будем наносить эту самую заклепку непосредственно на модель. Давайте приступим. В качестве подопытного, так сказать, у нас будет истребитель Первой мировой войны Альбатрос Д-3 в масштабе 1:32. В общей сложности эта модель уже, так сказать, светилась на экране, потому что потому что есть 3 видео, обзор модели и 2 проделанные работы. Вы можете зайти посмотреть, я думаю, вам понравится. Ну и вообще, заходите на канал, просматривайте видео, делитесь ссылками на видео канала с вашими коллегами, ставьте лайки, ну и подписывайтесь. Это очень важно для канала. Ну а кто может и желает осуществить пожертвование каналу, ну вообще было бы здорово, потому что хотелось бы пару обзоров моделей сделать. Но пока финансово потянуть покупку не получается. Так что, если у вас есть возможность задонатить, донатьте. Это будет просто замечательно. Ну, а мы просто возьмем и будем, так сказать, работать. Что нужно будет сделать? Глядя на фотографии, реплики, которые летают, летающие реплики, было обнаружено, что вот на этих 2 швах, на этих 2, раз, 2, возле них, вернее, да, в шахматном порядке расположены эти самые гвозди-заклепки, назовем их так. Ну, диаметр шляпки я так как-то и не узнал, и расстояние тоже никто не знает. Ну, то есть шаг между гвоздями. Ну, на одной фотографии сидел пилот в кабине, и у него на руках были современные часы мужские. Да? Пришлось вычислять диаметр часов. Обычно это 38-36 миллиметров. И вот 30-46, вернее, миллиметров, вот если наверняка вошли бы между гвоздями. Ну, решил округлить до 50. То есть, по сути дела, где-то 50 миллиметров было расстояние между шляпками. 50 миллиметров – это, по сути дела, если я не ошибаюсь, как раз шаблон с шагом 1,5 миллиметра. Единица. Единица. Мы потихонечку, аккуратненько. Спешить, конечно же, не нужно, потому что может получиться плохо. Ну ладно. Ну вот такие вот заклепочки получаются. Да, красота. Хорошо. Первый ряд у нас готов. Ой, придется все-таки отрезать, потому что неудобно вот с этой всей этой штукой. Хотя бы пополам поделить. Давайте это сделаем.
О, наоборот. Так, теперь в шахматном порядке. Ну, открываем. О, ну. Да, это то, что нам и было нужно. Да, в общем-то, и нет, нужно чуть-чуть вот неравномерно надавливалось, да, и, о, и поэтому доработать. Ну, по готовому, как вы понимаете, доработать легче, да. Главное попасть. А попасть, в общем-то, несложно. Ну, вот такой вот у нас шахматный порядок получился. По-моему, неплохо, это кажется. Да. Да. Ну, теперь с другой стороны. Повторяем историю. Ставить бы сюда что-нибудь, подставить бы. Так оно, я побаиваюсь, что поломаю, да и все. Вот такую вот штуку из эбонита. А ну-ка. О, ну это совсем другое дело. Надо было сразу так сделать. Ну, как говорится, умные мысля приходят опослях. Так. Чего вдруг, елки-палки, тут сместилось? Ай-яй-яй. Да, сместилось. Все-таки моя. Ладно, исправим. О, то есть, что значит исправим? Если рядом с заклепкой опять ткнуть, так сказать, корневерткой, то расширение новой заклепки просто закроет прошлую заклепку. Так можно сделать. И, как говорится, ничего видно не будет. Ну, вот она сместилась, это нехорошо, но сейчас поправим, ну что делать. Это буквально рядом нужно сделать. Вот, раз. И все. На полистироле это сработает, на металле нет. Жаль, так красиво получилось на той стороне, на предыдущей, а тут оно немножко уехало. Ладно. Есть такое дело. Ага. С одним кроем справились. Дальше будем здесь продолжать. Ладно.
все. Ой, ёперный-то, что ж такое-то? Ой, блин, загадка природы. Это мы исправим. Тоже не совсем точно. Что, от руки, что ли, доделать, да и все. Ну, тут легче. Есть ориентир, расстояние между этими просто в центре попасть. И на одной линии. Ну, да. Тут уже можно и без шаблона фактически. Ну, фактически можно. Хорошо. Не без огрех, но тоже получилось. Ладно. С этой стороны делать не будем, потому что необходимо уточнить, как там заклепка шла. Ну, в смысле, гвозди как там шли. Поэтому оставим как есть. Ну, одна половина фюзеляжа готова. Дальше будем точно так же работать со второй половиной фюзеляжа. Да. Интернет-магазин для моделистов Hobby Link Japan. Работает по почте с 1995 года. Представляет на своих страницах 40 тысяч наименований, в том числе новинки, на которые можно оформить предзаказ. Интересным предложением магазина является услуга «Личный склад», которая предоставляет возможность хранить покупки и получить приобретенное одной посылкой. Отдельно может порадовать раздел масштабного моделирования, где представлен широкий список производителей моделей. Гражданская автомототехника, авиация, флот, бронетехника, военно-историческая миниатюра. И все это во всевозможных масштабах. Кроме вышеперечисленного, здесь можно найти краску под отравление, декали, конверсионные наборы, инструмент и сопутствующую оснастку. Воспользуйтесь ссылками на страницы магазина в описании под видео. Заходите, выбирайте и приобретайте то, что вам нужно. Тем самым вы окажете помощь данному каналу Igmar TV Scale Models. Ну, с этим кроем справились. Теперь переходим к этому.
Ну, вот такие вот у нас заклепочки получились. Вот они можете видеть на этой половине, в смысле на правой, и на левой половине. Но все-таки придется тут подработать, потому что смещение было сильное, и компенсировать заклепкой поверх не получается. Не везде получается. А здесь у нас получше, конечно, пошло. И здесь получше. Но тоже есть огрехи. Хотя попробуем метод один интересный. То есть что у нас получается-то? Когда происходит давление на пластик и происходит углубление, пластик-то никуда не девается, он уже не срезается. Часть продавливается, а часть поднимается. В основном это поднятие происходит вокруг внешнего диаметра окружности. И вот сейчас попробуем загладить неудачные участки. Чем бы это сделать, да? Ну вот иголкой попробуем. То есть обратно пластик положим в углубление. Попробуем давайте, что получится-то. Так, вот у нас есть. Тут не хочет. О, а здесь получилось. Что-нибудь потолще возьмем, сейчас попробуем. Ага, ну это получше, конечно. Некоторые участки получаются, и очень неплохо, а некоторые не хотят. Ну ладно, будем шпаклевать потом, не сейчас, конечно. Хорошо. В общей сложности, скажем так, с полистиролом, из которого льют модели наши любимые, масштабные, стендовые, мы разобрались. Но, конечно же, рассказ будет неполным, если не показать, как все это работает на металле. Так давайте посмотрим. Для эксперимента возьмем вот такую вот фольгу алюминиевую и фольгу медную. Замеряем толщину, ну, чтобы вам было известно, да? На всякий случай. Так, здесь у нас алюминий. Ого. 0,8 миллиметра. 1/10. 0,1. Медь сейчас находится, так сказать, в отожженном состоянии. На канале есть видео, где показано и рассказано, как правильно отжечь металл, как правильно его отбелить, ну, то есть осуществить отбеливание. Заходите, смотрите, делитесь ссылками на видео канала с вашими коллегами, ну и подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии, если можно, потому что лайки и комментарии продвигают канал. Это же несложно. Ну что, давайте приступим сразу, что ли. Для этой процедуры понадобится жесткая поверхность какая-нибудь, на которой это будет происходить. В данном случае это оргстекло. Кладем тот же шаблон. Ну, вот так. Необходимо взять две вот такие вот плиты стальные. Вот они перед вами. Это эталоны твердости. Положить сюда фольгу. И сейчас аккуратно прижмем. Аккуратно. Давить слишком сильно не нужно. И что мы видим?
Ну вот такая вот получается у нас заклепка. Предлагаю эту многострадальную иглу 0,3, да, спрятать и взять что-нибудь побольше. Ну давайте 0,5. 0,5 возьмем. Да, их. Ничего себе. Ага. 0,5 возьмем. Посмотрим, что получится. Хорошо. Аккуратно прижимаем. Ну, то есть, таким образом просто выравниваем. Да? Ну, верхний ряд, как вы понимаете, это корневертка. Вернее, как у вас с вашей стороны нижний ряд корневертка, а верхний ряд игла от шприца. Ну, вот так это выглядит. Если немножко сильнее прижать, то, может быть, и распрямиться больше. Ну, во всяком случае, это очень даже может неплохо пригодиться. Особенно, если применять технологию обшивки модели фольгой. Есть такая. То можно имитировать вот такие заклепочки для разного масштаба. Это у нас был алюминий. Дальше будет медь. А вот тут немножко сложнее. В том плане, что иглой уже не поработаешь. Потому что она просто не продавит медь. Ну, не продавит. Может, более тонкую медную фольгу что-то получится. Но в данном случае по 1/10 работать не получится. Поэтому попробуем сразу же корневертку. Все то же самое, но с одной особенностью. Это у нас без молотка. Теперь быстренько сейчас мы зафиксируем это все. Непосредственно медную, да? Ну, хорошо. Есть. Есть. Хорошо. Возьмем вот такой вот молоток. Ну, он не совсем молоток, он без ручки. Вот почему без ручки? Потому что лично мне удар чувствуется лучше. Да, вот. Потому что ручка имеет рычаг, и не всегда можно приложить умеренную силу. Это не кувалда. Бить сам с размаху не нужно, чтобы пробить и оргстекло, вернее, и медь, и оргстекло, и стол, и пол, и провалиться к соседям туда вниз не надо. Это не кувалда, еще раз повторюсь. Очень деликатно нужно будет работать. Как говорится, смертельный номер. Прикладываем. Вот таким образом. И аккуратненько. Все, больше не надо. И что мы сделаем сейчас с вами? Просто легонечко ударим. В общем-то и вручную можно. Ладно, давайте попробуем еще другую корневертку, в смысле побольше, а то все я как-то к одним номерам прицепился. Где тут четвертый? О, вот он, четвертый, нашел. Попробуем. Номер 4. Молотком сейчас попробуем. Стукнем, да и все. Может, нужно легче. Легче. И на более твердой поверхности. Кстати, вот тут я да, вот тут да. А давайте попробуем на более твердой поверхности, так сказать, стучать, да? Стучать на более твердой поверхности. О, совсем по-другому, да? Но можно даже не так сильно. Ладно, хорошо. Но все-таки давайте еще ради интереса попробуем
на этой, ну, на более твердой поверхности, да, на стали, постучать, как говорится, постучать нашей единицей, да, легонечко. Вид другой, конечно. Надеюсь, соседи полицию не вызовут. Итак, вот так работает корневертка, скажем так, вручную. Да? То есть мы продавливаем вручную. А вот так корневертка работает, когда мы при помощи молотка наносим удар как бы на твердой поверхности, но вместе с тем это не совсем твердая поверхность, потому что это оргстекло. А вот так она работает на твердой поверхности, то есть вот на стали. Та же самая ситуация и здесь, с 4 номером. Вот вручную продавливали, вот молотком на полистироле, на оргстекле. А это у нас на стали. Можно, конечно же, еще больше ударить, приложить силу. Тогда углубление поднимется. Но это уже в зависимости от ситуации. Просто сейчас такой демонстрационный момент, так сказать. И вы могли вот сами все и видеть. Да, ну давайте уже положим рядышком уже и алюминий. Ну, алюминий, понятное дело, полегче все происходит. Ну, вот так это все было. На мой взгляд, так сказать, было все рассказано, все показано. Давайте по традиции, так сказать, финальный натюрморт сложим. Итак, чего нам было нужно? Чего мы использовали? Ну, конечно же, в первую очередь это шаблоны. Основной наш, так сказать, сегодняшний. Рассматриваемый гость. Так, давайте обозначим. Вот они. Корневертки, которыми эти заклепки, собственно, и пробивались. Да, набивались, пробивались. Вот так положим. Ну и целый такой сейчас набор. Бахнем сюда. О, пусть краешком лежит. Дальше иглы медицинские. Сюда же алюминиевая фольга и медная. Ну и, конечно же, основной, так сказать, наш сегодняшний гость – это модель, как я уже говорил, Albatros D3, на которую мы наносили заклепки. Как же его положить-то сюда? Ну, давайте вот так положим аккуратно. Одна половинка и вот так вот пусть ляжет у нас вторая половинка. Правда, корневертки теперь не видно. Оно так. Ладно, сюда. Куда же их положить? А сверху. Че я мучаюсь? Сверху положим сейчас корневертки. Вот наши корневертки. Да? Вот так пусть лежат. Правильно? Правильно. О! Ну вот так все это происходило. Надеюсь, материал был полезен для вас. Заходите на канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь ссылками на видео канала с коллегами. И комментарии с вас, хоть какие-то. Комментарии, лайки, комментарии и подписка. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.